Привет, мои дорогие девочки, мои сестрички. У нас сейчас будет прогноз на 6, 7, 8 и 9 апреля. То есть на 4 дня, с 6 по 9 мы посмотрим с вами общий такой вот прогноз, что ждать, что за дни-то такие и что будет. Ну что, давайте посмотрим прогноз на 4 дня. 6 апреля, 7 апреля, 8 апреля и 9 апреля. Давайте посмотрим, что за дни. Если у вас ждут какие-то важные дела, и вы хотите поориентироваться, да, в том, что скажет еще Таро по этим дням. Я, кстати, девочки, ориентируюсь, мне это очень помогает. Я для себя делаю какие-то, знаете, такие пометки в голове и знаю, что когда начнется, что когда кончится. Ну что, давайте посмотрим прогноз на 6, 7, 8, 9 апреля. Поехали. Итак, 6 апреля. Давайте посмотрим. Прогноз на 6 апреля. Что за день такой? 6 апреля, девочки, понедельник, день Луны. Понедельник, кстати, и есть день Луны. И, например, вот он Monday называется. Это то же самое Monday, да? То есть это день Луны. День, девочки, когда будут сниться вам вещи сны. Либо с воскресенья на понедельник, либо понедельник, если вы поспите. Или, возможно, например, с понедельника на вторник. Может быть. Давайте посмотрим еще. Прогноз на 6 апреля. Да, девочки, что-то вы увидите. Солнце, смерть и луна выпала, да, то есть через какую-то трансформацию мы от Луны идем к Солнцу. И 6 вот этот день, он такой вот, может трясти, да, это могут быть, вот как говорят, магнитные бури, готовьтесь к тому и все остальное. В этот день будьте осторожны, потому что всех нас ждет какой-то переход, да, переход куда-то, какая-то трансформация, что-то такое вот новое, что-то потрясающее, либо сотрясающее. Поэтому вот будьте осторожны в этот понедельник, да, смотрите на какие-то знаки, которые вам идут, да, когда вы считаете, удачный день, неудачный. Надевайте в этот день ту одежду, которая вам приносит удачу. Наденьте 6 апреля на себя какие-то амулеты защитные, которые посчитаете нужным, да, чтобы вот даже ваш день был прям сложен как какая-то определенная церемония, потому что вот по этим картам, да, тут уже все ясно. Луна, смерть, солнце. Это какое-то возрождение, да, это какой-то переход, это какой-то портал ждет. Так что обратитесь к нему серьезно, не пугайтесь, да, но все же это важный какой-то такой день идет. Вообще, вот это просто, знаете, какое-то такое божественное здесь предложение на это 6 апреля. Это, девочки, такой, знаете, мощный, красивый нарратив. Несмотря на то, что пугающее здесь 13-й старший аркан идет, да, вся последовательность говорит о глубокой позитивной трансформации, которая начнется с неопределенности, пройдет через кризис, да, и завершится триумфом каким-то. Луна. Луна – это туман, иллюзии какие-то. И в начале дня или ну, во всего вот понедельника вами будет владеть какая-то неопределенность. Возможно, какие-то скрытые обстоятельства. То есть вы не обладаете всей полнотой информации какой-то, да. Возможно, кто-то или что-то не договаривает, или вы сами пребываете в тревоге от неизвестности какой-то. Это могут быть тревожность, эмоциональные качели какие-то, да. Но это еще и карта интуиции. С другой стороны, это карта очень сильной интуиции. И ваше подсознание уже чувствует, что дно близко, но разум отказывается это принимать. Какой тут совет, да? Не принимайте важных решений в первой половине дня. Не верьте тому, что кажется очевидным. Сейчас будет много иллюзий. 13-й старший аркан смерти, что выпал посредине, да, это середина дня. Середина дня или как кульминация каких-то событий. Кстати, вы, может, даже не всегда будете чувствовать их или даже вот знать о них. Но раз это выпало сейчас на Таро, значит, на это очень надо обратить внимание.
Это второе, это карта, кстати, 13-й старший аркан. Это означает не физическую смерть, а завершение цикла. Почему это не физическая смерть? Потому что, девочки, вот, чтобы вы не боялись, да, старшего аркана 13-го. Дело в том, там, смотря какие карты еще рядом выпадают, но те, которые обозначают смерть, здесь не выпали. Поэтому здесь портал, здесь трансформация. И 13-й, обратите, он в середине старших арканов, то есть самый последний это 21-й, да, а 13-й где-то посерединке, почему-то, да, вроде бы. Это, девочки, вот то, что скрывала от вас Луна в первую половину дня, выйдет наружу, да. И ситуация, которая тянулась долго, вызывала какое-то напряжение у вас, она разрушится. Это что-то будет вынужденное. Вы не сможете оставаться в прежнем своем состоянии. И это какая-то ситуация, отношения, какой-то рабочий проект. Все закончится. Это может быть болезненно, но необходимо. Это, девочки, освобождение будет в середине дня, уход от старого чего-то там, да. Какая-то вот момент, когда резина кончилась, и нужно действовать уже как-то решительно. И тут такой совет для середины дня: не цепляйтесь за отжившее. Позвольте тому, что уходит, уйти. И к чему это все придет? 13-й старший аркан, нам красивый такой выпал, да? Это финал дня или результат. Это одна из очень позитивных карт колоды вообще, да. Это просветление, это успех, это тепло и радость ждет вот в финале дня. После тьмы вот этой вот, которая тут вот выпадала, да, наступает полная ясность. Вы увидите ситуацию такой, какой она есть, и поймете, что ваши опасения были напрасны. Это карта успеха, вы выйдете победителем. Если был какой-то конфликт, вы обретете мир. Если это была какая-то зависимость или еще что-нибудь, свобода. Это тепло, радость. День закончится на мажорной ноте, принеся облегчение, радость, девочки, и гармонию. Поэтому такой интересный день. Я даже вот больше на него карт не хочу раскладывать. Но хочу, не хочу, давайте доп достанем такой, да, что будет 6 апреля. Двойка хазардов, пятерка мечей. Вы поменяете отношение к кому-то. Вы со своей жизни, девочки, кого-то уберете именно в понедельник. Именно в этот понедельник, 6 апреля. Так что вот будьте готовы к этой какой-то такой трансформации. Такой вот 6 апреля, девочки. Давайте посмотрим 7 апреля. Что ждет 7 апреля? 14-й старший аркан, мои дорогие, выпал. Уже в предыдущем прогнозе нам тоже выпадал 14-й старший аркан. Но давайте дополним его. Чем же он будет отличаться? Верховная жрица, 7 число и солнце. Какой классный, девочки, здесь все-таки выпал тоже одни старшие арканы. И больше, в принципе, мы тоже выкладывать ничего не будем. Будем просто их интерпретировать. Ну, по сравнению с понедельником, это намного лучше день на самом деле. Лучше, девочки, этот день, потому что это опять ваш день. Это какая-то мягкая ваша трансформация. Верховной жрицы идет. Это, девочки, если 6 апреля это был знак разрушения каких-то иллюзий и освобождения, то 7 апреля это день исцеления какого-то тайного знания в вас и устойчивой, девочки, радости, потому что тоже старший аркан выпал, да. Ну, с чего начинается этот 14-й старший аркан, с чего начинается этот день? День с гармонии начинается. Это 14-й вообще старший аркан, мне он очень нравится, видите, у меня немножко подпаленная карта, да, это карта алхимии, терпения, золотой середины, сглаживание углов, адаптация какая-то идет, здоровье, восстановление, хороший день для восстановления сил, дипломатии, мягкого выхода из конфликтов, отдых, да, погадать хорошо на прошлое, настоящее, будущее, потому что Верховная Жрица еще выпала здесь. И надо действовать плавно, без рывков. Если на 6 апреля были разрушения, сейчас их цементируют, вот грубо говоря, да. То есть не торопитесь с выводами,
течение само выведет вас куда угодно. Верховная жрица, она выпала здесь посередине. То есть, девочки, это практически будет середина дня. То есть, может быть, даже 12 часов. У меня вот обычно середина дня я называю 12 часов, потому что вот полночь, да, и... э, короче, как это называется? Забыла слово, у меня выпало с головы. Полдень, девочки, 12 часов. Возможно, у кого-то 12, у кого-то час, два, три, да, вот такое вот время. Это скрытое знание с вас будет, у вас будет просто работать офигенно ваш третий глаз. То, что было для вас непонятно, теперь откроется, да. Если вы еще в обед будете спать, это вообще какой-то очень целительный сон для вас будет. То есть сны, знаки, ваш внутренний голос может говорить, да, вы узнаете информацию, которая была тоже скрыта от вас, и поймете вообще истинные мотивы всех людей, которые вас окружают, и что они от вас вообще хотят, да. И, короче, и именно в обед, как ни странно, хотя вот обед это тоже не совсем мое время, да, но у меня бывали такие моменты, когда у меня какой-то вот прям дзен на меня находил, особенно если я засыпала. У меня есть много таких интересных мистических историй от сна днем именно. Поэтому прислушайтесь, девочки. Верховная жрица не просто так выпадает. Прислушайтесь к самой себе, к своим первым впечатлениям, снам, телесным ощущениям именно в обед. И вот такие вот дела. А вот эта карта солнышко, девочки, это ясность и завершение. Да? То есть день заканчивается на солнце. Это усиливает позитивный финал вот этого дня, 7 апреля. К вечеру будет у вас хорошее настроение, вы получаете какое-то радостное известие, новости. Или, девочки, это день такого глубокого удовлетворения, теплоты тоже. Так что откройтесь вот этой радости, которая придет к вечеру, да, делитесь теплом с близкими. Этот вечер создан для искренности и простых удовольствий. То есть посвятите этот день вообще прям себе, как верховная жрица. Особенно ведьм это касается, да. Вот такие вот дела. Но вот, кстати, из предупреждений, да, вот верховная жрица посредине дня все-таки, вот она, вот я думаю, это вот как ведьма, только проснувшаяся днем, да, в полдень, как вампир, который проснулся не в свое время, да. То есть это, девочки, кто-то может манипулировать вами, то есть обратите внимание, да, и надо тут вот обратить внимание, да, на тех людей, которые к вам будут в обед где-то идти. То есть нужно ли они вам, эти люди, кто они, зачем они, да. То есть, и вы как верховная жрица к концу дня будете это знать. То есть с ними, конечно же, не спешите, да. Может быть, где-то скажите, ай, давай я завтра тебе скажу, да, послезавтра, или еще что-то. То есть будьте вот так вот в середине дня, когда вот обычно, скажем так, время ведьм это ночь, да, но именно тут вот как перевернутое такое что-то чувствуется. Скорее всего, мне кажется, вот кто-то такой вот может появиться именно днем. Ну, а день, в принципе, хороший. Давайте посмотрим следующий. 8 апреля. И что же это за день-то такой 8 апреля? День к деньгам, девочки, день денег. 5 костей выпадает. Но мы сейчас с вами еще добавим к этим деньгам еще что-нибудь интересное. 8 апреля. Рыцарь кубков и 13-й старший аркан выпал смерти. Странное такое, знаете, девочки, вот странное. Тут выпало практически все, и мы сейчас об этом всем поговорим. В общем, я вот думаю, как все-таки вот рассказать вам про эту пятерку костей. Это деньги. Это деньги, которые идут к вам через тревогу. То есть по факту и в этот день, и, возможно, в ближайшие дни, я смотрю, тут все-таки тревожные дни выпадают, да, много тревог. Все-таки обратите внимание, что деньги вам, вот ваши деньги, если вы хотите разбогатеть, да, они именно там, где повышенная тревожность, и где вы чувствуете тревоги какие-то, вот там и деньги ваши, да. Это как бизнес. Бизнес, он все время построен на каком-то риске. И если человек не хочет рисковать, он идет
в найм. Если он вот такой вот какой-то рисковый парень, да, то он идет в бизнес. Это такие адекватные люди. Все остальные рисковые идут в казино, скажем так, да, которое нам не нужно. Так вот, то есть где-то будет какая-то все-таки тревога, но если вы будете тревожиться, схватите это за хвост, эту тревогу, посмотрите, почему вы тревожитесь, да, в чем именно вы тревожитесь, и вот прям, знаете, вот как прям с психологами сама с собой разбирайте, почему вы тревожитесь и как с этого можно добыть денежки, потому что чем больше вы в чем-то испытываете тревоги, тем больше тут вот, кстати, денег по вам идет. Дальше. Иногда, девочки, вот эта пятерка, ну, все-таки с 13-м старшим арканом, она может обозначать какое-то недомогание временное, да, или усталость, которая мешает вам радоваться жизни. Поэтому либо вы просто эмоционально выгорели и устали, и вот эта вот пятерка с 13-м старшим арканом, они могут так вот миксоваться из-за того, что такое вот эмоциональное выгорание, да, вот и кажется, блин, уже ни хрена в этой жизни не надо, да, дергаешься от каждого там звонка какого-то. Такие вот дела. М. И девочки, вот здесь на самом деле можно ли на кого-то положиться? Вы не одна в этом мире, да? И у вас есть помощники, есть люди, знакомые, незнакомые, которые помогут вам в любом вашем вопросе, то ли советом, то еще с чем-то, да? То есть тут вот не закрыты пути какие-то помощи вам, да? То есть какой тут главный такой момент вот этого 8 апреля, чтобы вот если вы будете страхи и тревоги какие-то чувствовать, да, вы вот просто подумайте, что там денежка есть, да, и даже если вам тяжело, возможно, надо будет научиться вот с тревогами, с усталостью своей научиться справляться, потому что это и ведет к деньгам. Но как совет, не принимайте никаких вот решений, девочки, не принимайте решений под влиянием вашего страха. Первая половина дня, она будет как будто бы какая-то беспросветная, да, но это всего лишь фон. Фон, а не приговор какой-то. Дальше у нас выпал красавец, красавец, рыцарь кубков. Это, девочки, наоборот, эмоциональный прорыв, да, середина дня, неожиданное появление человека, любимки вашего, предложение, сильные эмоции какое-то, чего-то любовное такое будет, или предложение, от которого трудно отказаться. Это те девочки, кто-то такой романтичный, возможно, и ждет, чтобы вы дали надежду. Или чтобы дали весточку какую-то. Это, конечно, очень все красивое, но нестабильное, да. Тут, девочки, после вот этого утреннего такого тяжелого, скажем так, пробуждения, да, это как глоток свежего воздуха ждет вот этот вот человек какой-то. Приятно хороший человек вас ждет где-то в середине дня. Но выпал 13-й старший аркан. Это трансформация через какое-то завершение. Этот день заканчивается тем же старшим арканом, что и был кульминацией, вот, кстати, 6 апреля, да. Здесь он закрывает суточный цикл. И здесь окончательный отказ от старого, то есть то, что началось утром как тревога, а днем получила эмоциональную какую-то вашу встряску, к вечеру придет к какому-то четкому рубежу, да, к какой-то границе. То есть ты либо на что-то решишься, это будет какой-то разрыв, либо какая-то ситуация, что возврата к прошлому нету. Вот ты сделаешь такие выводы. Так, и что это еще, девочки? Ну, 13-й старший аркан здесь не то, что ты там ляжешь и не подымешься. Нет, это говорит о том, что ты вот подведешь какие-то, и не одну, возможно, даже несколько черт, да, то есть ты займешься вот каким-то таким своим судейством, но не будешь вот выслушивать какие-то стороны, ты будешь просто вот подчеркивать то, что тебе надо в жизни, то, что не надо, кто тебе надо в жизни, кто тебе не надо. И вот это будет правильно все, да. То есть вот то, что уходит от тебя, пусть и валит. Вот все плохое, да, что от тебя уходит. Не вообще, или даже если хорошее, как тебе кажется, пусть валит куда-то. В общем, ждет какое-то испытание на прочность тебя через сердце. Понимаешь? Вот такие вот дела. Так что, конечно, этот рыцарь кубков, который здесь выпал, он, конечно, может принести человека с красивыми словами,
Но смерть в конце дня предупреждает, что если это старый какой-то твой сценарий, да, который уже заканчивается, не стоит снова в него втягиваться. И вот любое завершение, оно должно быть в твою пользу, даже если это будет казаться тебе болезненным. Поэтому 8 апреля, оно такое, знаешь, ну какое-то такое вот интересное время, интересный такой день, где ты должна поставить какую-то черту, точку, да, каким-то отношениям, каким-то людям, каким-то своим делам. И не бойся этого всего. Да, возможно, тебе даже самой не будет это нравиться, но не растягивай здесь. Здесь ничего не растягивай 8 апреля. Вот такой вот день, девочки. Насколько, вот в общем, это можно интерпретировать. И давайте посмотрим 9 апреля. Что ж за 9 апреля день-то такой? Девятка и говорит: я привет, я девятка. Будете, девочки, вы немножко переживать, где-то страдать. Вам будет казаться, что вы где-то, может быть, за эти дни совершили какие-то ошибки. Чувство вины будете, да, испытывать перед кем-то. Да, девочки, то, что, знаете, или от разрыва какого-то переживать. Но не переживайте, девочки. Все плохое, вот знаете, вот оно, что могло, то здесь и выпало. То есть вы будете переживать о том, о чем не надо переживать. То есть вам двойка мечей не нужна, это подклад. Отшельник вам тоже не нужен. Повешенный вам тоже не нужен. Паш мечей вам тоже не нужен. Пятерка мечей вам тоже не нужна. Понимаете? Вы будете цепляться, скучать по тем каким-то проблемам, которые у вас были в жизни. Понимаете? И так день, конечно, заканчивать нельзя. То есть желательно, чтобы вы 9 апреля, девочки, не писали своим бывшим. Понимаете? Не, вот, кстати, если вы хотите делать, например, какие-то магические ритуалы, то 9 апреля, девочки, можно сделать ритуалы на очищение, чистки себя, чтобы чистить свечами, да, можете отливки на себя поделать какие-то, отливки на воду, отливки на землю можно делать, отливки на соль можно делать. Все будет супер хорошо работать. Всякие отщитки, отсушки, вот со словом от, избавление от чего-то, да. Это такой вот день будет. Не прощайте в этот день никого. Даже если придут к вам просить прощения за что-то, не прощайте. Даже если вы не сможете что-то сказать или захотите простить, девочки, лучше не делайте этого, потому что здесь карты такие тяжеловатые, да, они указывают на то, что вот если вы будете в старое что-то возвращаться, это вот только вот будут какие-то мечи, повешенные отшельники. Оно вам тоже здесь не надо, мои дорогие. Вообще, вот тут просто вот эта вот карта, да, девятка кубков, она очень сильно кое-что показывает. Вот если мы вот этот багаж весь сложим, да, и положим, вот что обозначает сейчас вот в контексте этого 9 апреля, вот этого прогноза, что это вообще, да? 9 апреля – это день, 9,9, да, это день, когда ты получаешь право радоваться. Вообще, это карта желаний, да. Это один из самых благоприятных арканов в колоде. В классическом Таро, и, кстати, называют еще господин удовлетворения. Что эта карта обозначает? Она символизирует, девочки, исполнение желания. То, к чему вы стремились, возможно, неосознанно, наконец-то приходит в твою жизнь. И если ты будешь за старое какое-то хвататься, ты не схватишь свое новенькое, да? Это внутреннее какое-то удовольствие, это независимость, это карта, когда ваша самодостаточность будет вас говорить. И люди другие, которые вот будут проситься с прошлого, они будут просить вас быть зависимой. А это день, 9 апреля, когда вы должны быть вообще полностью независимы ни от кого, понимаете? И это день твоей маленькой победы. Это не грандиозные триумфы солнца, как у нас тут с вами было, да, а именно это такое вот маленькая, уютная, вот тут вот девушка даже изображена, да, это маленькая такая уютная карта, это маленькое личное счастье, это вкусный ужин, это удачное завершение дел, приятный подарок, да, может быть, даже свидание какое-то, вообще настроение без видимых причин хорошее. Но иногда, девочки, смотрите, главное, чтобы вы не уходили в
в какую-то чрезмерную расслабленность, да, потому что идут потом следующие дни, 10, 11, 12, 13. И у нас, девочки, напоминаю, что у нас есть другой, тоже очень важный эгрегорный праздник, на который тоже надо обратить внимание. 12 числа, 12 апреля, Пасха православная, да, и поэтому вот 12 апреля 2026 года. И я вам тоже оговорила, и я сама к этому календарю отношусь так, что я вот, например, тоже до 12 апреля, я вот, знаете, заканчиваю, что свои какие-то старые дела. И после 12 будет у меня такой небольшой, скажем так, отдых, я буду отдыхать, чилить, наслаждаться жизнью и начинать свой новый ведьмовской год. И чего я вам тоже желаю, мои дорогие. Поэтому, знаете, вот все-таки 9 апреля тоже расслабьтесь, пусть будет, скажем так, у вас все хорошо. И, мои дорогие, еще мы говорили с вами про католическую Пасху, про православную. И есть у нас еще иудейская Пасха, Песах. И он начинается, вот как раз таки, когда я вам это все снимаю, всех поздравляю с заходом солнца. Начинается Пасха еврейская. И завершится она вечером в четверг, 9 апреля. И вот эти вот эгрегорные праздники, они тоже очень хороши, девочки. Поэтому я чту любые эгрегоры, любую религию люблю и уважаю. Что-то мне лучше дается, что-то хуже. Но вот, например, вот эти все праздники я праздную, да, как несколько новых годов праздную, как другие чужие дни рождения праздную, да. И также я праздную весенние прекрасные эгрегорные праздники, да, которые вот прям для меня как начало Нового года. Поэтому поздравляю всех, кто отмечает эти прекрасные праздники. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.